Подозреваю, даже в самой Литве далеко не многие в курсе, что живут в нефтедобывающей стране. Между тем, добыча там имеет уже долгую историю. Западный край Литвы относится к нефтеносному бассейну, который включает еще и Калининградскую область Российской Федерации. В советское время этот регион не вызывал особого интереса у Москвы, поскольку в СССР имелось множество гигантских и легкодоступных месторождений в Западной Сибири, которым не уделялось особое внимание. Тем не менее, геологические исследования велись. Первое промышленное месторождение было открыто в 1968 недалеко от Клайпеды. В разведке участвовал, кстати, и мой дядя, Зенон из Года, между прочим, заслуженный строитель Литвы. К сожалению, я не особенно интересовался этим, пока он был жив, а я был совсем юн, поэтому мне нечего сейчас рассказать об этом, кроме того, что дядя работал с дизельными двигателями. В последующие годы заработали десятки скважин вдоль всего Балтийского побережья Литвы. Нефти, которая залегает здесь глубоко, около 2 километров, они давали мало, зато высокого качества, почти без серных примесей, которыми отличаются большинство крупных месторождений Сибири. Общие запасы на суше были оценены в 120-140 миллионов тонн, однако экономически рентабельными считались всего 5-6 миллионов. Разведка на шельфе велась слабо. В конце концов, большинство скважин просто законсервировали. Активизировалась добыча уже с 90-го года, когда Литва объявила восстановление независимости и столкнулась с экономической блокадой Москвы. Своя нефть оказалась очень кстати. Добыча не могла покрыть даже 5% потребностей Межикейского НПЗ, но все же приносила в казну молодого государства миллионы долларов. Пик был пройден в 2001, когда страна извлекла немногим менее 500 000 тонн общей стоимостью порядка 70 миллионов долларов. После чего добыча стала неуклонно снижаться. Старые месторождения исчерпывались, новых находили недостаточно для компенсации этих потерь. Нынче в год не извлекается даже 50 тысяч тонн. Считается, что уже к 26-му материковые скважины отдадут последнюю рентабельную нефть, и государство попросту запретит ее добычу на суше. Однако это еще не значит, что отрасль умирает. Шельф пока недостаточно хорошо изучен. Литовские запасы нефти на нем оцениваются в 30-60 миллионов тонн. Но это очень приблизительная цифра, которая может со временем измениться в любую сторону. При этом уже известны относительно крупные месторождения с хорошим потенциалом. Правда, у всех есть свои проблемы. Главное, часть месторождений находится в природоохранной зоне Курской косы или рядом с ней. Государство всячески ее защищает. Например, литовско-датская компания Minijos Nafta с 2003 года добивалась разрешения на эксплуатацию перспективного месторождения далеко от городка Кентай. Однако в 2021 правительство окончательно отклонило заявку, поскольку посчитало, что есть риск загрязнения вод природоохранной зоны, и работа скважин может нанести ущерб успешно развивающемуся туристическому бизнесу региона. Не позволяя вести добычу в районе Курской косы на своей территории, Литва внимательно следит за деятельностью нефтяных компаний в соседней России. В 2021 году министр окружающей среды Симонас Генквилас выдвинул идею рассмотреть вопрос о возможности потребовать от России компенсацию за добываемую Лукойлом нефть из месторождения D6, извлекаемые запасы которого оцениваются в 9 миллионов тонн. Казалось бы, в чем тут Литва? Месторождение находится в 8 километрах от границы ее экономической зоны в Балтийском море. Дело в том, что системы нефтеносных пластов нередко простираются на очень большие расстояния. Есть подозрение, что в данном случае в российскую лужу стекается нефть и из резервуаров, расположенных в экономической зоне Литвы. Ситуация не уникальна. Подобные столкновения интересов в мире случались неоднократно. Например, огромное месторождение Южный Парс на границе между Ираном и Катаром давно служит поводом для споров между двумя странами. Иранцы считают, что их природный газ уходит к раньше начавшему добычу Катару. Впрочем, ситуация с D6 пока гипотетическая и не обязательно выльется в судебный спор. А вот месторождение Е24 проблема уже сейчас. Причем настолько серьезная, что из-за нее до сих пор нет действующего договора о морской границе между Латвией и Литвой. Он был подписан еще в 1999 году, но ратифицирован только Литвой. Все дело в запасах нефти месторождения Е24 порядка 8 миллионов тонн, из которых гарантированно можно извлечь до 3 миллионов. В 2002 консорциум Svenska Petroleum Exploration приобрел 90% лицензии на разработку месторождения. И с той поры все ждет, когда же решится вопрос о его принадлежности.
Латвия, кстати, уже была нефтедобывающим краем. Еще в советское время в границе с Литвой несколько лет там работала одна скважина, обеспечивала топливом местную котельную. Потенциально шельф Латвии может располагать неплохими запасами углеводородов. Есть даже точно установленные месторождения, но все они настолько мелкие, что никто не решается ими заниматься. Пока гарантированные запасы в промышленных масштабах есть только у спорного Е-24. Так что получится ли стране стать настоящим нефтедобывающим государством, вопрос открытый. Однако, по экспорту одного из видов топлива Латвия уже который год занимает первое место в мире. Впрочем, и Литва с Эстонией не сильно от нее в этом отстают.